Теперь нужно переместить блокинг кресла из Maya в Matbox и выполнить ретопологию его формы для более эффективного скульптурного моделирования. Прежде всего подготовим нашу модель. Первое, что я собираюсь сделать, убедиться, что каждый из двух объектов кресла фактически установлено на Smooth Preview, просмотра в сглаженном виде. Чтобы использовать этот инструмент складок, его нужно активировать при экспорте в Matbox. Другая опция, которую необходимо выполнить со всеми формами перед отправкой в Matbox, выбрать и Freeze, заморозить их трансформации. Matbox на самом деле не любит объекты, которые имеют включенными опции либо вращения, либо неравномерного масштабирования, поэтому иду в Modify Freeze Transforms, чтобы убедиться, что эти опции завершены. Далее программа Autodesk имеет кнопку передач, что делает этот рабочий процесс действительно удобным. Выбрав оба объекта, переходим в меню «Файл» и далее в эти пункты «Отправить в Matbox», «Отправить как новую сцену». Matbox автоматически открывается, но сообщает, что у нас обнаружена проблема. Это проблема незавершенных опций установки UV-координат текстур, но она для нас не имеет сейчас значения, потому что я не собираюсь текстурировать эти объекты, а буду делать это только после ретопологии окончательной модели. Поэтому выбираю ответ Keep this mesh, принять эту сетку, и вы видите, что два наших объекта находятся сейчас здесь. Одна из моих личных проблем, с которыми я сталкиваюсь в передаче модели Maya в Matbox, это то, что Matbox всегда, как мне кажется, включается в виде из этой перспективной камеры 1 из Maya. Таким образом, видите, что сетка ребер выглядит сейчас немного странно и иногда как бы просвечивает насквозь. Если кликнуть правой кнопкой мышки в пустом пространстве сцены, перейти сюда в переключение видов, а затем выбрать перспектива, то переходим в перспективную камеру Matbox, что будет выглядеть более корректно. Также затем просто удалю эту перспективную камеру 1. Итак, вот что теперь нужно сделать, прежде чем начнем заниматься лепкой этого объекта, выполнить его ретопологию. При этом главное, что хотим попытаться получить однородные квадратные поверхности по всем этим двум объектам, чтобы дальнейший скальптинг был предсказуем. Это на самом деле очень простой процесс. Начинаю с выбора этой исходной формы части кресла. Иду в это меню «Сетка ретопология» и выбираю New Operation, новые операции. Это вызывает инструмент ретопологии в Matbox, и здесь видим Operation Name, имя операции. Оставлю его по умолчанию. Output Mesh Name, выходное имя сетки, пусть будет Chair Retopo, ретопология кресла. Далее важны эти две опции. Target Base Count спрашивает, сколько полигонов попытаемся создать с нашей формы. 3000 подойдет, но лучше подниму до 8000, потому что хотим иметь большее количество полигонов, когда перейдем к скальптингу. Теперь следующий раздел Face Uniformity, однородность поверхности. Мы хотим, чтобы был этот вариант Uniform Size, единый размер. Оставлю это значение равное единице, так что Matbox постарается изо всех сил делать все поверхности одного размера и приближенными к квадратной форме, насколько ему только удастся. Отключаю этот ненужный пункт про использование контрольных кривых, а скульптурных деталей у нас пока нет. Симметрия, честно говоря, на этом уровне не так уж и важна, так что просто оставляю эти параметры по умолчанию и нажимаю кнопку Retopologize. Этот процесс займет пару минут, и пока он работает, хочу немного поговорить о различных видах программного обеспечения для скальптинга цифровой скульптурной лепки. Итак, какую программу лучше использовать? Здесь есть несколько вариантов. Один из них ZBrush от Pixologic, другой Matbox от Autodesk. Существует также Pixologic Sculptris и Autodesk Mesh Mixer, а также есть еще одна программа под названием 3D Code. В настоящее время больше всего распространены две, как отраслевые стандарты – ZBrush и Matbox. Давайте взглянем на плюсы и минусы этих программ. Matbox имеет очень простой в использовании интерфейс, а также простой рабочий процесс взаимодействия с другими пакетами программ Autodesk. Вы можете назначить те же горячие клавиши и в Maya, и в 3ds Max, чтобы не было необходимости изучать по отдельности пользовательские интерфейсы и их горячие клавиши. Matbox также включает в себя удобные инструменты для текстурирования. ZBrush имеет отличные инструменты для скальптинга, но на самом деле их так много, что довольно сложно изучить все.
У него множество пользователей и множество обучающих программ по работе в нем. И также можете открывать и создавать непосредственно в нем модели без участия других 3D-программ. А каковы недостатки этих двух программных пакетов? Ну, для Madbox вы должны иметь модель, запущенную из другого 3D-приложения, а затем уже помещать ее в Madbox. У Madbox есть некоторые свои базовые формы, но они на самом деле довольно ограничены. По сравнению с ZBrush, его инструменты для скальптинга также могут показаться довольно ограниченными. ZBrush, с другой стороны, имеет очень необычный и сложный интерфейс, особенно если вы привыкли к стандартным интерфейсам таких 3D-приложений, как 3ds Max или Maya. И, на мой взгляд, инструменты текстурирования в нем не так хороши. Если хотите узнать больше о каждой из этих программ, я бы вам предложил просмотреть эти курсы по Madbox и ZBrush. Итак, вернемся в Madbox и посмотрим, какой появилась в нем ретопология. Видим, что все прошло успешно. Кликаю правой кнопкой мышки по нашему объекту, выбираю пункт Deselect Model и внимательно рассмотрим, что получилось. Видим, что это дает довольно однородную по размерам ячеек сетку. Но при этом получаем потоки ребер, которые несколько неудобны, потому что иногда идут в разных направлениях. Однако на самом деле для процесса лепки это значение не имеет, так как здесь геометрия используется как мягкий кусок глины, поэтому она не зависит от технических характеристик потоков ребер, взаимного расположения вершин и других технических особенностей. Подготовлено клубом «Перевод всем». Теперь можем просто пройти сюда, нажать D и взглянуть на нашу сетку. Также понадобится подразделить и подушку. Но на самом деле на данный момент можем просто начать использовать такие инструменты, как Grab, захват. Захватим силуэт, убедимся, что зеркалим по Local X, и теперь можем просто пройти сюда. И как можете видеть, можем начать очень легко лепить прямо здесь. Понижаю уровень Subdivision и продолжаю лепку. Теперь этот курс является продвинутым курсом моделирования в Maya, но не курсом цифровой скульптуры. Так что в следующей главе у нас будет это законченное скальптингом кресло и поговорим о том, как перенести эту форму высокого разрешения обратно в Maya. Итак, используя правильный рабочий процесс получения базовой формы в Maya, отправляем объект в Madbox, делаем его ретопологию для оптимизации под скальптинг, и это только первый шаг. Теперь, когда у нас есть этот кусок цифровой глины, можем продолжить увлекательный процесс его скульптурной лепки.